Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье. Ну, вначале по болтушке, вы уже сами все знаете. У меня куча новостей, поэтому буду высыпать сразу все, а вы уж там сами потихонечку разгребаете. Первое, пожалуй, самое важное и радостное. А у нас сегодня первый день снег. Не такой, что, знаете, с сугробами прямо, а так вот мелко, снежинками моросит. Он не задержится, но красиво. И пахнет сразу так. Осень плюс снег. Бомбический запах. Это вообще просто опупеть. И еще парочка новостей. Рангом пониже, но все равно значимые. На канал вернулась GIF & Care. Да, наконец-то Мамен нашла для нас минутку. Теперь и ее магазин я буду рекламировать на своем канале. Будут ли поступать от нее образцы, не знаю. Пока не могу сказать, слишком она заморочена. Но от всей души постараюсь, чтобы они были. Будет ли скидка для подписчиков канала, как это было раньше, не знаю, ребят. Но от всей души постараюсь в ближайшее время все выяснить. И если что-то появится, конечно же, вы это увидите. Плюс ко всему, наконец-то лосьон появился в опасной бритве РФ. По ссылочке под видео вы можете спокойно туда пойти и все его, конечно же, взять. Ну, почта долго шла. Но, тем не менее, все уже в опасной бритве РФ, Дежавю продается также. И, парни, все те, кто уже купил лосьон, я, в принципе-то, не вправе вас просить, потому что вы и так уже рублем-то проголосовали. Но, тем не менее, не в службу, а в дружбу. Если не влом, если найдете минутку свободную, вернитесь, пожалуйста, в тот магазин, где вы брали лосьон, и оставьте свой отзыв. Не резко положительный, не говёный, не нейтральный, а такой, какой на душе есть. Вот какой есть, такой пишите, потому что во всех этих комментариях я, конечно же, узнаю, и все ваши комментарии мне позволят, ну, как-то не стоять на месте, двигаться вперед. Это во-первых. Во-вторых, вы сами все прекрасно знаете, что значит быть в России артизаном. Это, ну, я теперь уже, получается, тоже артизан. Это не совсем просто. Каждый раз, когда мы видим какой-то советский продукт, у всех через губу так фи-фи-фи, да ну ты чё, вон там, а это чё? Вот есть такое. Без этого как-то вот пока не обходилось. А ваши отзывы, ну, они помогут переступить через это. Помогут показать, что да, действительно, можно что-то делать еще и в России. Как это делают многие другие артизаны. Я думаю, что я самый молодой пример из всех тех, что вы можете привести, но, наверное, все-таки самый яркий, потому что, ну, ввиду вот этих особенностей, что у меня канал. Потому что артизанов постарше меня как бы полно. Это и Светлана Деко, и Инночка Лепихин, Василия возьмите, тот же самый Василий Стальяти, ручки делает. Такой же молодой, как и я, плюс еще молодой Федор, Беларусь. Тоже артизан, он делает великолепные ручки. Насколько я знаю, Костя, ну, только рад, что его ручки дяди Федора появились на Ганзе, потому что народ-то любопытствует и народу интересно. Поэтому вот такая вот поддержка нашим артизанам, она, конечно же, будет немаловажна. Если вы сделаете то же самое за ручки дяди Кости, дяди Федора, прошу прощения, за ручки Василия Тольятти, ну, это нам поможет. Это очень сильно поможет. В том числе, раз уж сейчас появилась в Москве и в Питере, в опасной бритве РФ, если вы и там покупаете, будь ласка, оставляйте свои комментарии. Это для нас очень-очень-очень важно. Ну и раз уже Дежавю заговорили. Ребят, по Дежавю тоже много новостей. Первое, и, пожалуй, самое интересное для меня, это то, что в опасной бритве РФ все, ментола нет, его выкатили еще неделю назад. Опасная бритва РФ последняя забрала. Сейчас готовится новая партия. Новая партия будет в некоторой степени отклик на ваше чаяние. Ментол будет в синем стекле, классик будет в зеленом стекле, крышки поменяем. Хотели перейти на общеевропейские, американские вот эти вот нестандарты, нет таких, но просто они там все так делают, и мы решили также, возможно, это вам больше понравится, перейти на металлические крышки. И не только из-за того, что там вам понравится, или там вот америкосы с европейцами делают, нет. Дело в том, что захотели синие поставить на ментол, а синих крышек элементарно нет. Есть зеленые, черные, белые. Ну, представляете, белые или черные впендюрить, но это ни уму, ни сердцу. Решили на всех баллонах сделать одинаковые, металлические.
Кое-что теряем. Не будет дозатора, не будет контроля первого вскрытия. Увы и ах. Но у наших собратьев за бугром этого тоже как бы нет. Ну а по поводу того, что дозатора не будет, там не такое широкое горлышко. Я сравнил на королевском шипре, горло еще больше. А это одеколон, на секундочку, не лосьон. Поэтому, ну еще не знаю, как вы на это среагируете. Но внешний вид выиграл, несомненно, стало презентабельней. А вот эксплуатационный, отсутствие контроля первого вскрытия и дозатора, вот это я еще не знаю. Возможно, вам это зайдет, а возможно еще аукнется, тапками закидаете. Но в утешение хочу сказать, что несмотря на то, что на баллоне написано 100 мл, ребята, ни в одном баллоне 100 мл нет. Везде больше, в районе 120 мл. Поэтому даже если там в дороге чуть-чуть децл какой-то может и капнет, в любом случае вы останетесь в плюсе. Плюс Александр со Стасом у себя на Украине провели стрим и в открытом эфире, в прямом эфире затестили оба лосьона. Ну и судя по тому, что там было, ну парням-то понравилось. Понравилось, и тот, что был у Александра, он его даже отдавать не захотел. Говорит, не, идите все лесом, я себе вот этот вот пускайте, что у Стаса был там по кругу, а я себе свой оставлю. Саня, поддерживаю. Правильное решение. Ну, в любом случае, парни, я что мог для Украины я сделал. Я выходил на очень серьезный ресурс, самый большой, как мне сказали, магазин на Украине, разговаривал с Олегом. Ну, как разговаривал, я ему написал, он не ответил. Потом уже обосредованно, через других людей я узнал, что на самом деле там, ну, не все так просто. Экономическая, политическая ситуация, то есть вот это вот все дают знать. Поэтому, если хотите, чтобы лосьон был на Украине, самое простое, наверное, это все-таки на форуме, на Первом Украинском, организовать тему, парни обозначатся, кому это интересно, чтобы было понимание, чего и сколько. Ну а потом уже каким-то макаром через Москву, там поездами, я не знаю, самолетами, автобусами, все это дело и отправлять. Даже если будет там 10, 20, 30 штук, не такое уж это большое количество, чтобы проводник отказался или в автобус не взяли. То есть вот это, наверное, будет самый простой, самый такой радикальный способ. Другой я предлагал, но пока ответа не получил. Может быть, Стас с Александром, ввиду своего авторитета, все-таки как ни крути, на Украине это самые большие видеоблогеры по бритью. Может быть, кто-то из владельцев магазинов к ним прислушается, и ребята возьмут контакты, дадут мне, я сам с ним свяжусь. Тогда уже всю вот эту доставку возьмет на себя тот магазин, который сможет все это разместить на своих полках. Ну а про доставку и прочее, мы уже с этим магазином бы сами там все вопросы порешали. Пока вот, к сожалению, только так. Но за новую партию, ребята, не беспокойтесь, все уже в процессе, все идет своим чередом. Я думаю, где-то в течение 15 дней, максимум 20, все будет готово, и те, кому это нравится, без этого не останетесь. И последняя вишенка на торт, это мои личные замечания по поводу лосьона. Последнее время, вот последние 2 недели, все те мужчины, взрослые мужчины, и не очень, совсем взрослые мужчины, кто отписывается по поводу лосьона, практически все говорят про своих жен. Жене понравилось, жене понравилось, жене понравилось. Ребята, я не знаю, с чем это связано, потому что моей жене это нравится тоже. Она говорит, мне вон тот. У меня с ней расхождение только в одном. Она категорически за ментоловый вариант. А мне нравятся оба. Ну, если уж так не кривить душой, чуть-чуть мне ментоловый тоже больше нравится. Но все-таки и тот вариант, так, знаете, вот к себе принимаю. Тут и мховая все-таки. Если вот, допустим, Стас с Александром на стриме, но они большой разницы в запахах не увидели. Я вижу. Поэтому чуть-чуть, совсем децл, ну, Лариска тоже видит. Мне нравится больше ментоловый. Ну, вот, пожалуй, об автошейве все. Еще раз напомню. Если не трудно, вернитесь, пожалуйста, в те магазины, где вы были. И если не трудно, оставьте комментарий. А если еще вам только это предстоит, ребята, после того, как испытаете, составите свое мнение, будь ласка, оставьте комментарий тоже. Это нам очень-очень-очень сильно, артизанам, поможет. Так, с этим разобрались. Ну а теперь что? Теперь, наверное, ответы на вопросы. Первый тут попал. Ребята, это крем. Вернее, я так думаю, что бальзам после бритья из Израиля, еврейский. Игорь с Канады, дальнобойщик, прислал мне эту фотографию и сказал, Вадим, вот у меня его было вот столько.
Вот последний баллон. Если сможешь найти, возьми, не пожалеешь. Обалденная штука. Одна беда. Если Игореха во всем этом разбирается, я-то с ивритом еще тот товарищ. То есть я там читать-то, конечно, можно загуглить по картинке. Можно там вот одно единственное слово full force 2 на английском прочесть. Но я все-таки решил пойти самым простым путем. У меня же дофига подписчиков с Израиля. Ребята, будь ласка, если вы знакомы с этой штукой, киньте ссылку, где эта хрень продается и как ее можно получить. Игорь, человек серьезный. Если бы это было так себе, ну, он бы и говорить не стал. А раз уж хвалит, даже да еще и картинку прислал, значит там действительно есть на что посмотреть. И вот у меня вот такое желание появилось. Взять, посмотреть, ну и вам, конечно, рассказать. Денис Валагин, к сожалению, под предыдущими ответами на вопросы он стер свой комментарий. И я отвечу так, как я его запомнил. То, что я сейчас привожу, это там сжатая версия сохранилась. Денис, ты там говорил, что твоя мысль была в том, что главное, что совесть мне позволяет или не позволяет делать этот продукт и выпускать. То есть я понял тебя так, насколько я сам уверен в этом продукте. Денис, я уверен на все 100. Я тебе больше скажу. Вот дежавю, он сделан для меня. Я его как-то сам для себя делал. Я сделал, ну, наверное, копий 50-60. Из этих 50-60, ну, наверное, половина где-то нравилась мне. И только благодаря тем парням и девчонкам, которые в городе Омске помогали, все это усыхало и усохло до одного единственного варианта. И этот вариант изначально нравился мне тоже. Я делал это как для себя, а в больших объемах сейчас вот это вот выпускаю для вас всех. То есть в этом я уверен на все 100%. Я тебе больше скажу, если бы я был уверен на 99%, я бы не стал выпускать. Я бы не стал этого делать. Первое, если ты не уверен, если ты все-таки сомневаешься, не лучший способ проверять на людях. Совершенно. Свои сомнения, их до того, как надо устранять, выверять. И только после того, как ты полностью на 100% готов, вот тогда уже можно как-то там набраться смелости и идти дальше, то есть предложить всем. А по поводу того, что там аллергия шла, и вот ты там про исследование говорил, что там, может быть, с этим как-то связано твое выражение совесть. Про аллергию, ну, кто только уже не говорил. Я уже сколько раз отвечал. Последнее, что сказал, это Александр Подолян. Он на стриме рассказал такую историю, что на его глазах товарищ намазывал себе бутерброд маслом, ножом, которым перед этим кто-то разрезал киви. То есть там того и киви-то как такового не было. И он не придавал этому значения. Намазал стафилоктический шок, или как там это называется. И благо, что рядом были медики, они находились в таком учреждении, откачали мужика. Со слов Александра, для того, чтобы был приступ аллергии, много этого вещества не надо. Там хватит такого децила, что прям вот просто вот пшик, пук, и все. И у тебя уже соскочило. Со своей стороны, что я мог, я сделал. Полностью все 100% продуктов, которые участвуют в композиции, я там написал. Там есть настой из пихты, там есть настой из лещины, там есть ароматическая композиция, которая со своими сертификатами, которая американская, из Америки взять говно, да вам нереально это будет сделать. Потому что та компания, которая в Америке говно выпускает, она разорится. Настолько высока конкуренция и настолько высокие требования там у них, у буржуинов. Фармацевтики уж в чем америкосы шарят. Точно так же, как и в витаминах. Европа и Россия, Прибалтика в свое время, ну где-то в конце 90-х, начале 2000-х, ездили табунами в Америку учиться фармацевтике, учиться изготавливать витамины. То есть, ну это не та страна, которую можно заподозривать вот в подобного рода вещах. Талая вода, да, там это есть, глицерин из Германии, да, там это все есть указано. То есть человек, беря эту бутылку, читает, если он знает, что у него это аллергия на фундук, лещина, фундук это суть одно и то же, или на пихту, он уже может как-то предположить. А во всем остальном, ребята, ну я что могу сделать? Я же не могу, допустим, предотвратить то, что человек вот берет, допустим, продукт, покупает, а потом ему захотелось пшикалкой, он берет, переливает в другой баллон, и благо, если этот баллон чистый, а если этот баллон будет, ну, с чем-то там перед этим,
Вот такие нюансы, понимаете, жизненные. Поэтому, да, я в своем продукте уверен, да, моя совесть спокойна, потому что если бы она была неспокойна, вы бы этот продукт точно не увидели. Сергей Скорин. Игорь, поправляйся, здоровья всем подписчикам, да и вообще всем. Серега, спасибо тебе огромное. Ты один-единственный после того видео пожелал Игорю скорейшего выздоровления. И, видимо, Господь не Ермошка, видит немножко. Он пошел на поправку. Уж сразу же уже прям там в больнице сам себя стал выдергивать. Вот что значит закалка. Дядька-то уже не молодой, там уже за 40-ник перевалило. Ну, 40 это немного, но тем не менее. Так я потом у Игоря спрашиваю, ну как ты? И он мне описывает. Короче, парень-то долго не выдержал. Он 3 дня валялся, бок себе отлеживал, потом его задолбало это дело. И как был вот с одной рукой проткнутой с капельницы, другой уже освободившийся, почапал его к себе в этот санузел, взял ремешок, на вентиль кислородный накинул и айда бритовку править. Сестренки увидели, понабежали, айда халатики на себе рвать, молодой мужчина, что вы тут и себе делаете, что вы позволяете. А он не слушает, бритовку спокойно правит и айда одной рукой кое-как бриться. Закончилось все тем, что там понабежала куча уйма просто сестренок, и когда высказывают свои пожелания, свои мнения. Одно из них прозвучало так: мужчина, мы вас сейчас отведем в палату, уложим на койку, свяжем и будем привязанным держать. На что Игорь спокойно, ничтоже сумевшись, отвечает: девочки, да я что, против, что ли? Хоть все меня вяжите и укладывайте, только не забудьте сестренку по грудасти да попышнее уложить и привязать вместе со мной. Вот. Лично для меня тут 2 вещи, 2 лейтмотива прозвучало. Первое, раз мужик так себя ведет, значит действительно на поправку пошел. А второе, вы видели хоть раз какого-то человека, любого, неважно, знакомый, просто история какая-то, который бы вот с Тэшкой бы подобное учудил? Я нет. Если слышали, расскажите, пожалуйста. Потому что про Тэшки я таких историй знаю много. Что за истории? По кайфу бриться. И дело даже не в том, что он бритье отличное от Тэшки дает. Это на самом деле так, ребята. На самом деле. Предыдущее бритье было полностью все Тэшкой. Не все у меня там получилось, сам для себя оцениваю. Ну, может быть, процентов на 20-25. По факту я получил достаточно, довольно сносное бритье. Проблемные зоны только были не пробриты. Все остальное у меня было, просто замурчать как. Все сутки следующие я щетины не видел, не слышал ни звука, ни пуха, ни шолоха, травинка не шелохнулась. Я ходил как котенок. К концу суток что-то сам для себя стал уже замечать. На следующий день, вторые сутки, я проходил весь визуально чистый, таким хоть на работу можно идти, но сам для себя я уже, конечно же, стал замечать, что у меня тут что-то уже появляется. И да, к любимой прошоркаться, там шуры-муры, это уже не пролезет, это уже надо убирать. То есть я люблю, чтобы, так, чтобы как у кота, чтобы блестело. То есть это уже вторые сутки. На 3-е сутки я только увидел свою щетину. Сейчас 4-е сутки пошли, ребята. Вот сейчас будем бриться. Это так бреет опаска, которую многие из вас обозвали тупой. Ребята, может быть, по звуку так оно и было. Но вот за себя, мне самому себе-то врать, что? Вот как я в прошлый раз брился, это было мое самое кайфовое бритье, потому что острее опаски я еще в руках не держал. Это самая лучшая заточка, которую я, в принципе, держал в руках. Умом-то я понимаю, что то, что сейчас на этой опаске, это не венец творения. Да, эту бритву нормальному мастеру, но ее заточит так, что она вообще там будет, что мама не говорю, что будет песня. И вполне себе вероятно, что она и петь будет по-другому, и побреет меня по-другому. Но все равно это не отменяет того, что на сегодняшний день это самая лучшая заточка, которую я в принципе пробовал. Ребята, и какой же это кайф. Вот это трудно объяснить. Когда со стороны смотришь, как ты тут вот выделываешься, как ты тут путаешься в руках, куда что поставить, где так провести, где угол изменил, где его завалил, где прилип, где еще что-то. Все вот эти нюансы, да, конечно же, они могут недоумение вызывать, там раздражение, какую-то отрицательную реакцию. Вот нахрена взрослому мужику вот эта вот хрень, когда он взял Тэшку, у него Тэшек все завалено, и иди брейся. То есть, там этот файн криво, я сразу рука дернулась. Тут пацаны за криво стоящие мне сразу тут прописывают. А вот после того, как ты побреешься, сами ощущения во время бритья, сами ощущения после бритья, они дают что-то такое, чего Тэшка не дает. Я не знаю, как это объяснить, но так есть, так есть.
Это правда. И это еще одна причина, почему я хочу научиться тэшкой. Ой, опаской бриться. И обязательно научусь. Обязательно. Игорь, Юганск. Игорь Юганск, у него вопрос по поводу своего эксперимента с Роквеллом. Он брился 3 раза на 4-й, 3-й, 2-й плите. Тут он описывает, с каким результатом. И было бы достаточно основной части сюжета, чтобы первая мысль, ну, помочь человеку, просто ответить, уже сформировалась. Но тут последний штрих, который он поставил, это, ну, просто так, где? А вот. Вопрос, мне обратно на 4-ю плиту переходить или очень аккуратно херачить? Ну, наш человек, наш. Четко, ясно, по существу. Игорюха, ты правильно сказал, херачить. Смысл в чем? Каждый раз играясь, вот 4-ка, 3-ка, 2-ка, ты, идя на понижение, ты делаешь станок мягче. Идя на повышение, ты делаешь его более агрессивным. Вот в этих всех ступенях твоя задача подобрать тот оптимальный вариант, который тебя будет устраивать в зависимости от частоты твоего бритья. Сутки, там, через 2, через 3. Вот этими всеми позициями ты и играешься. Если самый больший кайф тебе приносит наиболее агрессивно, значит твоя кожа и твоя щетина такова, что тебе это больше всего и подходит. Роквелл — это не тот станок, который очень сильно зависит от лезвий. По первости тебе даже может показаться, что он всеядный. На самом деле это не так. Пройдет какое-то время, месяц, 1,5-2, ты начнешь ставить другие лезвия, и ты поймешь, что да, разные лезвия чувствуются по-другому. Но в этом станке это заметно меньше всего. Мое личное утверждение, что треугольник, лезвие, станок, человек, нужно подбирать свою композицию, оно играет для всех остальных станков. И в самой малой степени для Роквелла, настолько малой, что этим даже можно пренебречь. Для Роквелла этот треугольник, ну, превращается в прямую, то есть 2 точки, пункт соединяются, все. Тут тебе только агрессивность выбери, и вот и брейся на той агрессивности. Я бы на твоем месте попробовал на 4-ке осторожно. Ну, а чтобы окончательно расставить все точки над «и», не мучиться с 5-кой, а сразу 6-ку поставить, а на 6-ку что-то, ну, такое, ну, здраво-острое, типа спутника, типа персоны, или, может быть, даже мягонькое, типа РПЛ. И вот с этими лезвиями, ни в коем случае острое, физер не надо. Потом ты сам к этому придешь и на 6-ку физер будешь ставить, и все тебе будет нормально, все будет хорошо. Сразу этого не делай. Потому что это потребует от тебя, ну, больше внимания, больше отточенности, больше верности в движениях, больше мастерства, коих у тебя сейчас нет, которые ты только нарабатываешь. Поэтому не надо борзеть. Ставь спокойно 6-ку, РПЛ, персону, спутник. И вот с этими попробуй. Но осторожно, осторожно. И ты сам удивишься, что ты получишь. А потом представь то, что ты сделал на 6-ке, и то, что у тебя было на 2-ке. И ты сам получишь ответы на все свои вопросы. Ну и хлопцы тебя там, конечно же, не бросили, наговорили тебе всего-всего. Я думаю, что вот их ответы и мое дополнение, я думаю, тебе все-таки помогут. Ну и все верно, херачить. Action 102-090. Люди добрые. Поможете, кто может. Мечусь между выбором чаша для бритья или скатл. Дарам, мужской материк и прочее. Action. Тебя люди тоже не бросили. Парни, огромное вам спасибо за то, что помогли человеку. Там наговорили всего очень-очень много. И я считаю, что правильно сказали. От себя лишь добавлю просто свою точку зрения. Вообще это не та позиция, которой стоит заморачиваться. Это во-первых. Парни там правильно сказали. Можно бриться без всего. Просто раз сразу на лицо пошел, да и все. Но ты заморочился, тебе интересно. И что же тебе сейчас делать? Еще одни ребята там выходили и говорили, скатл — это скатл, чаша — это чаша. Если чаша, то какой смысл тебе платить за нее деньги? Ты можешь найти абсолютно бесплатные варианты. Вот моя первая чаша, которую я купил в Окее, из которой я проработал не 1 месяц, а может быть даже ближе к году, и она меня полностью устраивала. У нее достаточно удобная ручка, держать удобно, форма вполне себе годная. Это домашняя пиалка. Не обязательно такую. Каких-то подобных форм ты можешь найти, не выходя из дома, забредя на кухню и любимое на ушко просто шепнуть: ну-ка, солнышко, давайте там пиалочки, посмотрим, что у нас там есть. И найдется туева куча, так же, как и салфеток.
А если уж ты решил заморочиться, ну тогда, на мой взгляд, есть смысл все-таки брать чаши, которые более специализированы. Насчет винтовой и внутренней насечки вообще в принципе, я думаю, что это просто вариации. Большой прирост пены, да, они дают, но с другой стороны есть некоторые такие чаши, в которых настолько мелкие насечки, что потом тебе эту пену там выковаривать. Я бы вот сам для себя, вот как для себя, я бы, наверное, все-таки ориентировался на те чаши, у которых косые ручки. Ну так, знаешь, мне по кайфу туда палец вставлять, ладонь снизу, и ты себя чувствуешь прям удобно, комфортно, и чаша как влетая сидит, никуда не денется. Вполне себе годные варианты могут быть деревянные. Вот как, например, вот спасибо Самвелу с Африки прислал. Уже не пахнет, но все равно это обалденная штучка. Что-то похожее ты можешь у себя в округе найти. Но специально брать, чаша, наверное, это все-таки не тот предмет, который бы стал это делать. Там ребята тебе говорили, что да, мужской материк делает из мелкопористой глины, и там температура долго хранится. Да, это вариант. Конечно же, тот вариант будет покруче, чем этот, но и цена, извини меня, будет другая. Скатл. Скатл это совсем другая песня. Парни заморачиваются на скатл только тогда, когда уже настолько выросли, что им хочется нечто особенного. И скатл это нечто особенное способен дать. Это теплая пена. До самого конца бритья. В этом я тебе помогу. Видео уже выпустил, я там сказал, вернее, сделал предложение. Ты как-то ответь в комментарии или еще что-то, подходит тебе это или нет. Дело в том, что Дмитрий Алиференко сейчас вот много скатлов принес. Один из них я могу тебе отослать. То есть, ну, для начала просто ты возьмешь, попробуешь, и у тебя уже будет какое-то понимание. То есть оно, не оно. Все эти скатлы, которые Дмитрий принес, они с его точки зрения имеют небольшие дефекты. Я думаю, какая тебе разница, с чего начинать? Вот я их все пересмотрел, они все годные, они все рабочие, они все нормальные. И вообще, вот кто мне такой подарил, да я бы счастлив был. Вот когда у меня скатла не было. И поэтому, если ты вдруг сочтешь возможным его себе забрать, ну так я только радой буду. А почему нет? Вот ты попробуешь. Ну а там тебе уже будет легче разобраться. Так что вот такой мой ответ. Это Дмитрий Мартусевич, у которого сейчас головная боль в том, какое же мыло экономичнее, твердое 60 грамм или мягкое 150. Ребята его тоже не бросили, много-много ответов накидали. Дим, скажу тебе честно, ты меня озадачил этим вопросом, потому что уж насколько я копытом рыл, и видео, и форумы, и наши, и забугорные, ну куда я только не залазил, кого только не трес, как грушу, только скажи. По поводу той информации, которая меня интересовала, я и тогда не догадался думать за экономичность. Какое мягкое или твердое экономичнее, какого оно дольше хватит, и чтобы со сроком хранения было все как надо. Но вот только по одному твоему вопросу можно понять, что ты новичок. Потому что пройдет совсем немного времени, я думаю, что вообще немного, может быть 3, 4, 5, 6 месяцев, и ты мечтать будешь, чтобы твое мыло поскорее кончилось. Да-да-да. Поверь мне, брат, поверь. А причина проста. Потому что какое бы ты мыло сейчас не взял, ну, при условии, что оно тебе, конечно, нравится, месяц, два, три, месяц, два, три, икра, черная, тут хлебушка бы, а тут одна икра. Тебе уже что-то другое захочется попробовать, а ты еще это не смылил. Рано или поздно ты не выдержишь, возьмешь второе. И будешь то это, то. Одна беда. У тебя будет уже два мыла, и оба тебе надо смылить. Как следует бриться-то ты больше не стал, ты сколько брился, столько и бреешься. И получается, на больший срок ты обеспечил себе мылами. Если одно мыло, которое у тебя было условно, оно тебе полгода закрывало, сейчас ты взял два, оно условно тебе закрывает год. Пройдет совсем немного времени, еще 2-3 месяца, и этими двумя ты наешься. Тебе захочется что-то еще, а этих-то еще полгода мылить? Что делать? Сломаешься, возьмешь третье. Не сломаешься, будешь мечтать, спать и видеть, когда же это закончится. И это еще одна причина, почему ты будешь делать вот такие большие облака и все пены и вешать на себя. Ты не будешь этого жалеть. Ты не будешь считать граммы. Ты не будешь считать экономичность. Ты будешь думать, да скончишься это уже скорее когда-нибудь или нет. Ну а если все вдруг, что я сейчас сказал, это к тебе каким-то боком не относится, ну, от чистоты бритья зависит. Я думаю, что
но по кайфу лично для меня все-таки мягкое. С ним и проще, быстрее, эффективнее. А большое, ну там бучу чебучить, иди пободайся. То есть надо еще руку набить. Да не факт, что получится. Если получится, то так ли, как ты хотел, будешь поправки вносить, испортишь, а потом вернуться обратно, отыграть. А с крем-мылом у тебя все будет гораздо легче и проще. Для начала возьми крем-мыло. А потом уже, когда станешь могуч, матер, уже какой-то опыт наработаешь, ну тогда и с твердым попробуешь пободаться. И опять Игорь Юганск. Что-то аж второй комментарий. Итак, Вадим, глядя со стороны этот триллер, я честно боялся за тебя, все думал, не хотел увидеть, как ты себя зарежешь, тарам-дарам. И все в таком же духе. Но самая последняя строчка, а по лезвию, похоже, оно тупое. Но по хрусту слышно, что не режет. Не что? Что по срезу. Нет, Игорь. Ну, про лезвие я уже ответил, это самое острое, что у меня было. В одном мы с Игорем сходимся. Это то, что вот те видео, которые сейчас выходят об опасках, таких видео на просторах сети нет. Это то, как могут обучаться люди опаске. Не как будут, а как могут. Потому что опаска, она кого-то манит, кого-то не манит. У кого-то просто глаза заститы, он больше ничего не видит, который, хочет, но все-таки ее откладывает на какое-то время, откладывает. Потом хлоп, что-то происходит в жизни, и все преграды рушатся, плотина пала, вот это все пошло, человек берет опаску и начинает учиться. Учатся, опять же, все по-разному. Есть такие люди, которые, такое ощущение, что он с опаской в левой и ремнем в правой родился. Только взял, сразу бык-бык, тыр-пыр, 8 дыр, все, он побритый и пошел. А есть такие дуболомы, как я, которым не сразу все это дается, тяжелее. Но все-таки дается. И те люди, которые будут впоследствии учиться, от всей души надеюсь, что те видео и те комментарии под этим видео, конечно же, им помогут. Так что я все равно не брошу, все равно буду. Сейчас мы будем бриться полностью тэшкой, а в следующий раз или в пополам, или целой, конечно же, опаской. Но это еще не точно, это еще посмотрим. Ну вот, хлопцы, все, что хотел, сказал. Если консолидировать, поздравляйте. Опасная бритва РФ начинает продавать наш лосьон. Поздравляйте, ГФНКР вернулась. И я думаю, что он только будет наращивать обороты все больше и больше. И если вам не трудно, все-таки напишите комментарии. Те люди, кто уже брал лосьон, и вот свои ощущения постарайтесь передать. Это поможет не только нам, но и тем людям, которые еще только думают, нужен этот лосьон, не нужен. А так раз почитают, скажут, фу, а что? Ладно, хрен с ним, потом возьму. Шучу. Не, про комментарии не шучу. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. И не прощаюсь. Я пошел бриться, постараюсь как можно быстрее все сделать. Пока-пока.